Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова. Я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». Сегодня у нас не простой видеоурок, а предпраздничный видеоурок. Совсем скоро наступит праздничный день 8 марта. А так получается, что аудитория моего блога – это именно вы, милые женщины. И посмотрите, у существительного слова «рукодельница» даже и нет мужского рода. Ну что это такое рукодел, правильно? Как-то звучит не очень. А рукодельница, потому что женщина за день, она своими золотыми ручками успевает переделать просто тысячу дел. И с такой многозадачностью не справится ни один мужчина. Поэтому сегодня я хочу поздравить вас и нас всех, милые женщины, с наступающим праздником 8 марта и пожелать всем легкости, восприятия жизни, весеннего настроения, чтобы наши любимые дарили, как лучи солнца, нам свою любовь, чтобы мы были счастливы, любимы и сами любили. И сейчас давайте расскажу, какую сегодня праздничное изделие я хочу вам подарить в своем мастер-классе. Вот, как вы успели заметить, на мне сегодня вот такая брошечка, это веточка сирени. Сегодня в своем мастер-классе я подробно расскажу и покажу, как сделать эту красоту либо себе любимой, либо в подарок маме. Как в моем случае, я подарю эту брошечку своей любимой мамочке, потому что она просто обожает брошки. Вот. Сделать такую сирень легко, если у вас есть вот такой вот прекрасный дырокол, который можно приобрести в магазинах рукоделия, либо заказать по интернету. Очень легко из фоамирана шириной 1 мм сделать такие цветочки. Листочки я сделала из бархатной ленты, что очень классно смотрится, мне очень нравится, и я хочу эту красоту передать вам, друзья. Если вам понравится мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень-очень много интересных творческих идей. Мы начинаем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы с вами делаем брошь веточка сирени с цветочками из фоамирана. Фоамиран я взяла двух вот таких вот оттенков. Ширина моего фоамирана 1 мм. Для того, чтобы сделать множество цветочков, мне понадобится дырокол. Также для листиков сирени я взяла вот такую вот бархатную ленту. Ширина ее 5 сантиметров, и от руки нарисовала вот такой вот листик, вырезала из картона шаблончик. Высота моего листика 6 сантиметров, ширина, соответственно, где-то 4,7. Типичный листик в виде капельки нарисовала просто от руки и обработала его огнем. Сейчас покажу, как. Итак, сначала сделаем листик. Для этого я воспользуюсь исчезающим маркером и обведу свой шаблон. Обрабатываем листик огнем зажигалки. Внизу я просто опаливаю огнем, и далее здесь делаю немного волнистый край. Вот наш листик почти готов, но мы сделаем еще характерные прожилочки при помощи пинцета и огня зажигалки.
Складываем листик напополам вдоль всей длины. Зажимаем пинцетом. Делаем продольную складочку такую. И пару складочек еще. Делаем таких ответвлений, характерных для листочка. Вот такие листики у нас получаются. Теперь займемся цветочками. Вот у меня такой дырокол фигурный в виде пятилистника. Конечно, у сирени на самом деле четырехлистные цветочки, но уверяю вас, в общей брошке это не будет так сильно заметно, и сирень будет похожа на сирень. Диаметр моего цветочка 2,5 сантиметра. Я немножко изменю рисунок этого цветочка. Тонкий фоамиран иногда зажевывается дыроколом, поэтому я прокладываю просто тонким листочком еще дополнительно снизу. Количество цветочков зависит от величины брошки, от 30 цветочков и более, смотря какую веточку сирени вы хотите получить. Ну вот, достаточно. Убираем бумажные цветочки, нам они не нужны. И я немножко подкорректирую форму лепестков моего цветочка. Сделаю их вот такие полукруглые. Я уже подготовила все основные цветочки для брошки. Вот так вот они выглядят в готовом виде. И для изготовления цветочков нам понадобятся вот такие вот мелкие тычинки. И также мы будем деформировать наши цветочки, делать их объемными при помощи либо утюга, либо вот такой вот утюжок для волос. Я работаю с ним, он более удобен для мелких цветочков. Здесь у меня также подготовлена такая подушка из ткани, чтобы при помощи такого нехитрого вот носика буду делать выпуклую форму нашим цветочкам. Итак, я включаю утюжок, 200 градусов у меня выставлена температура, и беру вот так вот цветочек аккуратненько. Вот такой вот цветочек у нас получился. Разогреваем
на нашем утюжке цветочек. И пока он еще тепленький, тут же кладем его на мягкую ткань и вот так продавливаю носиком нужной мне формы, чтобы сделать цветочек более объемным. Вот такие заготовки у нас получаются. И теперь сделаем сердцевинку нашим цветочком. Для этого я воспользуюсь одной хитростью. Вот я взяла проволоку для бисероплетения тоненькую и сделала себе небольшую такую вилочку. Сейчас скажу для чего. Значит, я беру цветочек и зубочисткой или шпажкой такой вот делаю там небольшое отверстие. Во всех цветочках делаю небольшое отверстие. Теперь что мы делаем? Берем тычинку, я складываю ее пополам. Мне не нужна большая сердцевинка, поэтому я минимальное количество беру. Вот такая вот одна тычинка. И продеваю туда мою вилочку тоненькую. И вдеваю наше маленькое отверстие. Чтобы протащить нашу тычинку. Вот так, не делая большую дырочку. Это очень удобно. Вот. Получается такая заготовочка. Цветочки наши готовы, и теперь нам нужно капелькой клея закрепить вот с изнаночной стороны наш цветочек и тычинку на нем, да, чтобы она никуда не уползала. Для этого я разогрела термоклей, и даже маленький носик термопистолета, он будет не очень им удобно работать, потому что слишком маленький листочек, цветочек, поэтому я вот взяла опять же такую шпажку деревянную, буду пользоваться ей. Беру за хвостик наш цветочек и наношу каплю клея на острие моей шпажки. И вот так вот наношу капельку клея, просто закрепляю цветочек с тычинкой вместе. Ну вот и готово. На самом деле такие цветочки делаются очень быстро. Где-то примерно с 5-го цветочка приходит уже автоматизм движений. И вот я сама даже сегодня не заметила, как я
около 40, наверное, цветочков уже сделала. Чтобы устанавливать их уже в наше соцветие, да, большое, в букетик сирени, я соединила по 2-3 цветочка, чтобы мне удобнее было их укладывать, складывать их в такую характерную для сирени пирамидку. Далее, для того, чтобы создать имитацию еще таких не распустившихся цветочков сирени, я воспользовалась вот такими вот тычинками, готовыми декоративными элементами. Убрала лишнюю зелень. Вот так вот разъединила их на отдельные элементы. Таким вот образом что-то лишнее убрала и подклеила тоже цветочек. Получились у меня вот такие вот букетики. Они будут лежать у меня на самой вершине моей пирамидки. Далее из той же ленты бархатной я вырезала основание, куда я буду клеить мой букетик из цветочков сирени. Все элементы готовы, осталось только скомпоновать нашу цветочную композицию на термоклей. Я вот корректирую форму своей основы для броши, лишнее убираю. Подклею листочки.
Я оставлю 2 листочка, так мне больше нравится. Вы можете делать на свой вкус любую форму брошки, какую вы захотите. И в зависимости от того, сколько цветочков хватит у вас усердия и трудолюбия изготовить. Даже если сделать небольшой букетик этих милых цветочков, будет все равно очень классно. Можно делать какие-то маленькие заколочки для девочки. А я сейчас займусь креплением своей брошки. Для крепления я возьму вот такие вот булавки хромированные. Мне они нравятся своей остротой и хорошим качеством. И воспользуюсь кусочком бархатной ленты, чтобы укрепить нашу булавочку. Такая вот весенняя брошь, сирень, у нас получилась. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. А я с вами прощаюсь, до новых творческих встреч. Пока-пока.